Привет, друзья! Сегодняшний выпуск для автопутешественников и всех любителей выезжать на природу на автомобиле. Я расширяю свою автомобильную жилплощадь и обзавелась автомобильным тамбуром. В английском языке это называется auto tent, но если дословно перевести это на русский, будет звучать автомобильная палатка, что не совсем соответствует ее предназначению. Принципиальное различие автомобильного тамбура от автомобильной палатки в том, что он намного меньше. Это ваша прихожая, это ваша кухонька, это ваша кладовая, это ваш коридор. Но это не может быть спальней. Приобретение это сделала я на AliExpress. Ссылка, как всегда, внизу в описании. И в конце видео я отдельно размещу анбоксинг, потому что продавец меня не просто удивил, он меня поразил тем, насколько аккуратно запаковал простой автомобильный тамбур. Наш тамбур относится к категории поп-ап. Это значит, что он самостоятельно раскладывается и принимает необходимую форму. Но у поп-ап палаток есть два минуса. Первый, они всегда большие и круглые, и из-за этого не становятся в багажник вертикально. И, к сожалению, не помещаются в дорожные сумки. Диаметр нашего тамбура в упакованном виде 84 сантиметра. Это ремнабор. А это инструкция. Инструкция по сборке на китайском языке аукнется мне позже, потому что сборка поп-ап палаток — это второй их минус. Последовательность движений при сборке должна всегда четко соответствовать схеме производителя. Но это будет потом, а сейчас небольшая подсказка. Тамбур намного легче устанавливать при опущенной двери багажника. Зачем вообще нужен тамбур? Для выезжающих на природу, на выходных или однодневку чаще всего тамбур — это место переодевания, душевая, или, если общественная уборная или сходить по нужде на природе не вариант, люди покупают биотуалет и используют тамбур как уборную. Для тех, кто выезжает на природу с ночевкой или путешествует и предпочитает спать в машине, тамбур — это место, куда можно переложить лишние вещи из машины на ночь, удлинить багажник для более комфортного сна, организовать кухню в ветреную и дождливую погоду, ну или просто проветривать авто без страха напустить в машину кучу кусачих насекомых. Достаточно просторно. Внутренний диаметр или ширина тамбура 150 сантиметров, высота 2 метра, расстояние от бампера к задней двери тамбура 75 сантиметров. И все это при весе всего 2,5 килограмма. Это лучше закрыть. Здесь много вещей, которые я еще не поняла, для чего они нужны. Ну, в принципе, достаточно просторно. Больше всего мне, конечно, нравится растяжной пол. Для принятия душа достаточно места, чтобы прицепить душевой шланг и мыться. Абсолютная защита против комаров. Ну, прикольно. Вообще, при детальном рассмотрении герметичность конструкции у меня нареканий не вызвала. Отдельного внимания заслуживает сеточная манжета с магнитами внутри для более плотного прилегания сетки тамбура к кузову автомобиля. Я думаю, что после такого детального обзора мы немножко остановимся. И прогноз погоды обещал сегодня дождь, так что дождемся дождя и посмотрим, насколько палатка водонепроницаема. А это важно. Испытание на водонепроницаемость пришлось проводить по-домашнему, без ливня, града или ураганного ветра.
слову сказать, при испытании под палящим солнцем в тамбуре было очень жарко. То есть естественной тени он не создает и ткань не дышит. Что, кстати, хорошо для дождливой погоды. Сухо. Ткань водонепроницаемая. Под дождем. Вот здесь есть немного воды, но не везде. Ну и замок, конечно же, промок. Это было ожидаемо. Из доработок, которые я хотела бы здесь сделать, их несколько. Во-первых, вероятно, имеет смысл проклеить швы, потому что это слабое место, куда просочилась вода. Здесь есть вот такие петельки. Я так думаю, что было бы здорово бросить крючок, чтобы можно было фиксировать его для дополнительной стабильности при ветре. Так же, как и вот эти петли. Сюда я просто встрочу резинки, чтобы можно было использовать колышки. Опять же, это против ветра. Материал себя зарекомендовал хорошо. Поэтому, наверное, есть еще одна вещь. Имеет смысл положить 2 крокодильчика пластиковых, чтобы можно было цеплять куда-то за деревья. Это на случай, если захочется опустить задние двери, потому что если этого не сделать при опускании задней двери, вот эта вся конструкция, она проваливается, и получается такой ковшик для дождя. Ну, а в остальном, мне кажется, очень классное приобретение. Если первая установка заняла 3 минуты, то во второй раз установить тамбур я смогла за 30 секунд. Конечно же, в условиях безветрия и хорошей погоды. А вот со сборкой все оказалось куда проще, чем я думала. Вся пошаговая процедура упаковки заняла около минуты. Интуитивно собрать конструкцию оказалось невозможно, так что видеозапись сборки тамбура производителем была очень кстати. Смешно сказать, но ошиблась я только один раз, на первом непрописанном шаге. Для сборки палатки стать лицом со стороны пристегивания тамбура к авто, потому что с другой стороны ничего не получится. Видим 2 этих крючочка. Соединяем 2 крючочка. Эти 2 крючочка нужно к буковке выкладывать. Вот так. Теперь находим Е с этой стороны и здесь. Эту штуку размещаем внутрь и по краю.
Мало того, что палатка упакована в собственный чехол, сверху идет полиэтиленовый пакет. После идут 4 слоя пузырчатой ткани, плюс все это утянуто слоем изоленты, что делает пакет практически неуязвимым при транспортировке. Счастливо!